Пожалуйста, второй. Please, you can say hello to the public. Добрый вечер. So first of all, I would like to thank all of you. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить вас всех. The weather is quite nice. Такая хорошая погода сегодня. You could have gone to somewhere more exciting. Вы могли бы пойти куда-нибудь в место поинтереснее. But you chose this place, this lecture. Однако вы выбрали это место и эту лекцию. So I'm extremely thankful to all of you. Поэтому я чрезвычайно благодарен всем вам. And also I would like to thank this place, the organizers of this wonderful place. Также мне хотелось бы поблагодарить организаторов из этого замечательного места. Because I see this place has very special energy. Потому что я вижу, что у этого места очень своеобразная энергия. And they are trying to spread very good spiritual knowledge. И они пытаются распространять хорошее духовное знание. Also, I would like to thank my student, my organizer, Anastasia. И также я хотел бы поблагодарить свою ученицу и моего организатора Анастасию. And the person who introduced me to Anastasia. И также человека, который познакомил меня с Анастасией. Her name is Victoria Dmitrieva. Ее зовут Виктория Дмитриева. She's a highly learned Indologist. Она очень компетентный индолог. She can speak fluently in Sanskrit. Она прекрасно говорит, свободно говорит на санскрите. She has written several books on Indian spiritual subjects. И она написала несколько книг по вопросам, связанным с индийской духовной жизнью. And I'm lucky to have her as my organizer in St. Petersburg. Мне очень повезло, что она помогала организовать мероприятие в Санкт-Петербурге. See, most often people like to give the thanks in the end. Чаще всего лекторы выражают благодарность в конце. But I think thanking is the most important thing. Но я думаю, что выражать благодарность это чрезвычайно важно. And we should always be thankful to our friends and even to God all the time. И мы всегда должны быть благодарны нашим друзьям и Богу. So I would introduce myself very briefly. Сейчас я кратко расскажу о себе. Next October or November, В следующем октябре или в ноябре I will be completing my 25 years of Vedic astrology. будет 25 лет, как я занимаюсь ведической астрологией. So it is more than half of my age actually. То есть это уже практически больше половины моей жизни. So I inherited this knowledge from my father's elder brother. Я получил это знание по наследству от старшего брата моего отца. And since then, I have not tried any other profession. И с тех пор я не пытался заниматься никакой другой профессией. And we have an institute of Vedic astrology in Calcutta. У нас есть институт ведической астрологии в Калькутте. And for the last 12 years, I'm traveling in Europe teaching astrology. И последние 12 лет я занимаюсь тем, что путешествую по Европе и преподаю астрологию. Now, today, I will try to speak about some very interesting things. И сегодня я попробую говорить об очень увлекательных вещах. But it is impossible for me to satisfy all the people who have come for the lecture. Но я, конечно, не смогу удовлетворить всех людей, которые пришли на эту лекцию. Because the different people have different ruling planets. Потому что у разных людей они подчиняются разным планетам. And that is why their expectations from a lecture will also be different. И поэтому их ожидания от лекции также будут различаться. Therefore, if you see you have missed something in my lecture, Поэтому, если вам кажется, что вы чего-то не поняли в моей лекции, after I speak, I will be very happy to accept your questions. после лекции у вас будет возможность задать вопросы. Я буду очень рад на них ответить.
But first, I would like to ask you, how many of you have some basic knowledge about astrology? Но сначала я хотел бы спросить, у кого из вас есть какие-то базовые представления об астрологии? Okay. So, Хорошо. I always ask this question at the beginning. Я всегда задаю этот вопрос в начале. So, I will not make the lecture technical or complicated. Я не буду делать лекцию слишком технической или сложной. But still, I will try to say some things which will be beneficial for all of us. Однако я попробую рассказать о чем-то, что будет полезно всем нам. So, I am basically a specialist of birth horoscopes. На самом деле я являюсь специалистом в гороскопах, связанных с рождением. Also, there are different branches of astrology. Также существуют разные ответвления астрологии. But what is actually the birth horoscope? Но что такое гороскоп рождения? When a person is born, Когда человек рождается, it may be at any part of the world. это может произойти в любой части света. But we look at the sky from the center of the earth. Но мы смотрим на небо из центра Земли. Yes. So this system is called geocentric. Эта система называется геоцентрической. And looking from the center of the earth, И глядя из точки центра Земли, we see which planet is in which part of the sky, which area in the sky. мы смотрим, какая планета находится в какой области неба. So the sky is divided into different zones which we call zodiac signs. Таким образом, небо делится на различные зоны, которые мы называем знаками зодиака. So the whole zodiac is 360 degrees. Поэтому весь зодиак — это 360 градусов. So this is divided into 12 equal parts. Эти 360 градусов делятся на 12 равных частей. Therefore, we have 30 degrees for each zodiac sign. Поэтому у нас есть 30 градусов на каждый знак зодиака. And these zodiac signs have different characteristics. И у этих знаков зодиака есть разные характеристики. The planets have also got different characteristics. И у планет есть разные характеристики. So we mix the different kinds of knowledge we have about zodiac signs, about planets. Поэтому мы соединяем различные знания, которые у нас есть о планетах и о знаках зодиака. But then there is another thing called the houses. Потом есть еще одно понятие, так называемые дома. Let us not get into so much complication. Давайте не будем очень сильно сейчас усложнять. But the horoscope is a still photograph of the sky. Но гороскоп — это такая, можно сказать, фотография неба, At the time of birth of a person. которая делается в момент, когда рождается человек. Yes. Now, what does this indicate actually? И что же это означает на самом деле? Now, you will see that all the religions or faiths which believe in reincarnation of the soul, they believe in astrology. Ну, вы заметите связь, что все религиозные учения, которые верят в реинкарнацию души, верят также и в астрологию. But the other religions who do not trust this system of reincarnation, Другие религии, которые не включают систему реинкарнации, не доверяют системе реинкарнации, they do not have such high opinions about astrology. в этих системах мнение об астрологии не такое высокое. So you all have heard the word karma. It's a very common word. Вы, наверное, все слышали слово «карма». Это очень распространенное слово. Now, a few days back, I was having some tea in a cafe. Несколько дней назад я пил чай в кафе. There was a place where you could give tips. И там было место, где можно было оставить чаевые. And it was written, karma is watching. И там было написано «карма следит за вами». Yes, indeed, karma is watching us all the time. Это так, карма все время следит за нами. So if I'm born at a particular date and time,
И таким образом, если я родился в определенную дату и время, it is not a coincidence or an accident. это не является случайностью. It is very much planned by our activities of previous incarnations. Это во многом предопределяется нашей жизнью в предыдущих реинкарнациях. So, this is a map of our karmic situation, the horoscope. Таким образом, это карта нашей кармической ситуации, гороскоп. Now the question arises, what is the use if I know something about our karmic situation? Тогда возникает вопрос, а какая польза от того, что я буду знать что-то о кармической ситуации? Can we at all change anything? Можем ли мы что-то изменить? Now here Vedic astrology has lot of detailed discussion. И вот в этой точке в ведической астрологии много очень таких обсуждений происходит. Now it is said that there are different kinds of karma. Считается, что существуют различные виды кармы. And different planets indicate those different kinds of karma. И различные планеты связаны с этими разными видами кармы. Now some part of the karma is described as fixed. Одна из разновидностей кармы определяется как зафиксированная. Yes. So that part of karma can indicate some good things for us, some bad things for us. Эта часть кармы может быть связана как с хорошими вещами для нас, так и с плохими. So it will not be easy to change that part of the karma. Эту часть кармы будет очень трудно изменить. But I can tell you with full confidence, Я могу вам совершенно точно сказать, if you are lucky enough to meet some really great spiritual people, если вам повезет в жизни встретить по-настоящему духовных людей, or if you can actually surrender to God with your whole heart and soul, или если вы сможете посвятить себя Богу всей вашей душой и сердцем, you can still escape some bad results which are indicated by the fixed karma. вам в этом случае удастся избежать каких-то плохих последствий, предначертанных вот этой устойчивой частью кармы. Then comes the unfixed karma, which is not so fixed. И есть не настолько устойчивая часть кармы. So this part of the karma can be altered or modified. Эта часть кармы может быть изменена, трансформирована. If the person is ready to work hard, ready to have a sincere attitude, Если человек готов упорно работать и имеет искреннее отношение к этому. and if the person is taking advices of wise people to take correct decisions, И если человек принимает советы мудрых людей и правильно поступает. always remember God has given us a freedom of making decisions. Никогда не забывайте о том, что Бог наделил нас способностью свободно принимать решения, свободой воли. So even what the horoscope says, everything is not completely fixed. И поэтому даже в том, что говорят гороскопы, никогда не бывает все предрешено полностью. Yes. So in this situation, astrology can help you a great deal. Поэтому в этой ситуации астрология может сослужить полезную службу. It can help you to see what are the kinds of good karma, bad karma you have carried into this incarnation. Она может помочь вам осознать, какая у вас хорошая карма и плохая карма, которую вы принесли с собой в эту инкарнацию. Now, often some people ask me, what is the mission of my life? И часто люди спрашивают меня о том, в чем цель моей жизни. Why am I in this world? Почему я спрашивают себя, почему я в этом мире? What does God want me to do? Что Бог хочет, чтобы я сделал? Now, if you go by Vedic knowledge, Если вы будете следовать ведической системе знаний, the main mission of all the souls is to go back from where they have come. то
смыслом существования каждой души является вернуться туда, откуда она пришла. And make sure that the soul does not have to be reincarnated once again. И добиться того, чтобы душа прекратила путешествие по реинкарнациям. So this we can say, at least spiritually speaking, it is the common mission of all the souls. Поэтому в духовном отношении можно сказать, что это общая цель всех душ. Okay. But to achieve this mission, there are some smaller missions. Но для того, чтобы достигнуть этой большой цели, необходимо сначала добиться реализации более мелких задач. Now, the horoscope can help you see what are the problems connected to your karma, what are the main wrong things you have done. И гороскоп может помочь вам понять, какие проблемы существуют с вашей кармой и какие плохие вещи вы сделали в прошлом. As a result of those, you can be having different kinds of sufferings. И в результате этих проблем вы можете испытывать самые разные страдания в жизни. Some of us may be suffering more in the financial aspect. Некоторые из нас испытывают больше финансовых невзгод. Some may be suffering in the health aspect. Другие имеют проблемы со здоровьем. But I think the most difficult suffering is in the emotional aspect. Но я думаю, что самые тяжелые страдания мы испытываем в эмоциональной сфере. Now, for the last 12 years, I am traveling every year 2 times abroad. В течение последних 12 лет я путешествую каждый год, как минимум 2 раза за рубежом бываю. Of course, I am practicing in India also. И, конечно, я практикую также и в Индии. Now, there is a particular difference I notice in the pattern of problems. И я заметил, что есть существенные различия в проблемах вот в Индии, за рубежом. In India, people sometimes are happy with quite simple things. В Индии люди часто бывают удовлетворены тем, что имеют, маленькими, простыми вещами. Even in personal life relations, they don't look for perfect relations. Даже в межличностных, частных отношениях они не стремятся добиться каких-то идеальных отношений. But they are never happy in the financial area. Но они никогда не бывают счастливы в сфере финансов. So in India, most people are worried, let's say, maybe 60% about the financial things and 40% about the personal or emotional things. Поэтому в Индии можно, примерно оценить так, что 60% людей беспокоятся из-за своего материального, финансового положения, а 40% людей переживают и страдают из-за сферы отношений. But Эмоционально. the countries which are mainly cold countries, let's say far away from the equator, Но в северных странах, в странах, которые далеко от экватора, холодных странах, so these countries are more under the influence of cold or winter planets. эти страны находятся больше под влиянием холодных или зимних планет. The main cold planet is the planet Saturn. И основная холодная планета – это Сатурн. Astrologically speaking, it is the planet of unhappiness in mind, some feeling of discontent. В астрологическом смысле это планета каких-то ментального беспокойства, планета неудовлетворенности. If we think from Ayurvedic point of view, Если мы посмотрим на это с аюрведической точки зрения, Saturn indicates Vata. Сатурн связан с ватой. So the people with very high degree of Vata element, Да, поэтому у людей очень большая степень элемента вата, такого воздушного элемента. they have more chances of suffering from emotional distress or mood swings, things like this. Они более склонны к эмоциональным каким-то перепадам и перепадам настроения. So I think it is the most important
thing for us to firstly find mental peace and inner happiness. Поэтому для нас наиболее важным является найти спокойствие душевное и счастье. So a deep analysis of a birth horoscope Поэтому глубокий анализ этого может дать гороскоп рождения. can definitely help us to see deeply into the emotional problems and how to deal with them. И вот гороскоп рождения может нам помочь разобраться в эмоциональных проблемах и том, как с ними справляться. Yes. So, Vedic astrology, or actually any form of astrology, Ведическая астрология и на самом деле любая другая форма астрологии can work like a mirror. может работать в качестве зеркала. And when it comes to making correct predictions, И когда речь идет о том, чтобы делать правильные предсказания, I think Western astrology is also quite good, very good. я думаю, в этом отношении западная астрология тоже является вполне хорошей системой. But still we see Vedic astrology is becoming quite popular all over the world. Однако мы видим, что ведическая астрология набирает популярность по всему миру сейчас. So this is because of mainly two things. И это происходит благодаря двум факторам. The first factor is, of course, it is deeply spiritual and it analyzes karmic things very, let's say, very closely, very minutely. И первый фактор – это то, что это такая очень духовная система, и она анализирует эти факторы очень тонко и внимательно. And secondly, it has a lot of discussion of solution of problems. И второй фактор – то, что она очень много внимания уделяет решению проблем. There is a special branch in Vedic astrology, Существует специальный раздел ведической астрологии. which is called Upachar. Этот раздел называется Упачара. So it has huge discussions on how to balance the good and bad planets. И там обсуждается то, как нужно сбалансировать хорошие и плохие планеты. So a part of a Vedic astrology consultation is giving you the right guidelines, Поэтому частью консультации в системе ведической астрологии является выработка руководства к действию. and the second part is connected to how to solve your problems, how to change your situation in life. И вторая часть связана с тем, как решить ваши проблемы, как изменить вашу жизненную ситуацию. So a bit later, I will give you some examples of those solutions. Поэтому чуть позже я дам вам примеры вот этих решений. But now I would like to tell you a little bit how different kind of activities can influence us. Но я хочу сначала дать вам понимание того, как различная деятельность может на нас повлиять. So I have a family who consult me very often. They are from Tallinn. У меня есть знакомая семья, которых я консультирую довольно часто, они из Таллина. So 2 years ago, they came to consult me for the first time. 2 года назад они впервые ко мне обратились за консультацией. So this was a lady about the age of 50-52 years old. Это была женщина возраста примерно 50-52 года. And she was very much worried about her 2 sons. И она очень беспокоилась из-за своих 2 сыновей. One of the sons, for a long time, had problems with anger and aggression. У одного из сыновей были длительное время были проблемы с гневом и с агрессией. Also some problems with alcohol. У него были проблемы с алкоголем. But she was very shocked when she saw the second son also gradually moving in the same direction. И она была потрясена, когда стала замечать, что и второй сын медленно начинает скатываться в том же направлении. So, he was a tennis player, Он был теннисистом, but he's getting involved into alcoholic and other bad habits. но постепенно у него сформировалась привычка к алкоголю и другие дурные привычки. So I looked at the horoscopes of these 2 young men. Я посмотрел гороскопы этих 2 молодых людей.
Very interestingly, they showed only small or mild signs of such problems. Но удивительным образом эти гороскопы показали, что такие проблемы могут быть лишь в очень незначительной степени. But for both those young men, the place of father in the horoscope looked very bad. Но для обоих из этих молодых людей место отца в гороскопе выглядело очень плохо. So the woman said, but they have very nice relation with their father. Но женщина сказала, что у них же замечательные отношения с отцом. So I started going deep into the father now, asking deeper questions. Ну и тогда я стал углубляться в вопросы отца, стал задавать вопросы о нем. So I asked her, what does your husband do actually? What is his profession? Я спросил у нее, чем занимается ее муж. So she said, he's a very successful businessman. Please remember the word successful. И она ответила, что он очень успешный бизнесмен. Пожалуйста, запомните вот эту формулировку «успешный бизнесмен». So then I asked, what is the business? Я спросил у нее, что за бизнес. He owns the richest strip bar in Tallinn. У него самый большой стриптиз-клуб в Таллине. Now she is not understanding what is resulting into what. И она не понимала взаимосвязи, что с чем связано в этой ситуации. But I could clearly understand that the activities of the father is actually having very bad influence on the two sons. It's like a curse. Но для меня было очевидно, что деятельность отца имеет очень негативное влияние на его сыновей. Это как проклятие. So that is why when I personally do a consultation of a person, Вот, и поэтому, когда я провожу консультацию с человеком, I try to look at the horoscopes of the near family members also. Я стараюсь также посмотреть на гороскопы ближайших членов семьи также. Because there is often an intermingling of karma. Потому что часто карма может передаваться внутри вот семейной системы. Now, very interestingly, I had a family who were consulting me for the last 10 years. It was in India. Вот еще интересный случай. У меня есть знакомая семья, которую я консультирую уже 10 лет в Индии. Yes. Now, they had a very strange and very tragic problem in their family. У них очень странная и трагическая проблема в семье. A young lady about the age of 30, she was crying a lot when she came for consultation. Молодая женщина, примерно 30 лет, она просто плачет на консультациях. She said that her brother, who was 35 years old, died recently because of oncological problems. И она рассказала о том, что ее брат, старший брат, примерно 35 лет, недавно умер из-за онкологических проблем. So, and she said that her son is also like always a little bit ill. It's a small child, but always a little bit ill. И она говорит, что ее сын тоже, он еще маленький ребенок, но он тоже все время болеет. Не серьезная болезнь, но вот все время что-то у него происходит. Of course, I saw some horoscopic indications which were similar between the small child and the man who died, who is actually the uncle of the child. И я, конечно, заметил связь в гороскопах между вот этим мужчиной взрослым, который дядя ребенка, и вот этим маленьким ребенком. So then I started asking about the past generations, like the ancestors. И тогда я стал спрашивать о предыдущих поколениях семьи, об их предках. So this lady said, my mother had 3 brothers. И эта дама сказала, что у ее матери было 3 братьев. All of them died before the age of 30. И все они умерли, не достигнув возраста 30 лет. Even in the previous generation, there were no brothers. И даже в предыдущих, in the previous generation, There were no brothers, there were only sisters. Да, а в предыдущих поколениях вообще не было братьев, только сестры. So this kind of problems often come through generations. И такие проблемы могут передаваться из поколения в поколение. Sometimes you will see there can be problem of depression.
часто вы можете столкнуться с проблемой депрессии, either coming through father side or mother side. которая передается либо по материнской линии, либо по отцовской. Sometimes there can be suicidal tendencies. Могут быть наклонности к суициду иногда. So we have to see from where it is coming. И нам нужно найти, откуда это все идет. And then there are different kinds of remedial measures that needs to be done to stop this bad curse or tradition. И существуют, потом надо найти средства, каким образом излечить эти негативные явления. So these were some very deeper things which I was talking about, quite deep and sad things. Это вот были такие достаточно глубокие и грустные вещи, о которых я говорил. But there have been many nice and happy experiences for me also working with different kinds of people. Но в работе у меня бывает много и приятных вещей, когда я работаю с людьми. Now coming to very practical things. Вот, например, очень такие практические вещи. Now there are a lot of problems connected to personal life, both in India and in Europe. Сейчас и в Индии, и в Европе очень много проблем, связанных с личной жизнью. Now sometimes I see that a person should not be having so much problems. By now the person should be having a family. Часто я вижу, что у человека не должно, по идее, быть большое количество проблем, у него к этому времени должна быть уже семья. But somehow the person is still alone. Но при этом по какой-то причине человек по-прежнему остается одиноким. Now this often happens because the person can have some specific expectation that my partner should be like this. Это часто происходит потому, что у человека могут быть очень специфические ожидания от того, каким должен быть его партнер. And maybe the destiny or God or the horoscope. The destiny, God or horoscope. Да, может быть, судьба, Бог или гороскоп does not show any chance of that kind of a partner. Не дают ни малейшего шанса, что он найдет такого партнера. So the person has to know what are the good options in this life. Поэтому человек должен, в принципе, знать, какие реально хорошие опции, варианты его могут ждать в этой жизни. Because if the person doesn't know that these 2 or 3 are the possible options, he or she will keep on waiting all life. Потому что если человек не знает, что вот это 2 или 3 реалистичных варианта, которые у него будут в жизни, он так и может прождать всю жизнь. So I will tell you a very funny, true incident which happened in my life. Поэтому я сейчас вам расскажу такой очень смешной случай из моей жизни. Yes. So it was about 15 years ago. Это было примерно 15 лет назад. Now I am from very big city, Calcutta, which is like more than 10 million people, very big city. Я из очень большого города, из Калькутты, в котором живет больше 10 миллионов людей. But at that time, still, we used to find some animals walking around on the streets of Calcutta. Now they are not allowed. Но в то время по улицам Калькутты ходили животные. Сейчас этого уже не встретишь, запрещено. So one day I was in my cabinet and I always like to keep the window open to see outside. И вот однажды я сидел в своем кабинете, у меня было открыто окно, я так люблю, чтобы видеть, что там наружу. A man about the age of 35 И мужчина примерно возраста 35 лет came for consultation. пришел на консультацию. And he said, see, I have one single question, just one question, you help me with this. И он сказал, у меня всего один вопрос, к которому я хочу к вам обратиться. I am not getting married, I am not finding the right partner, I am already 35. Мне уже 35 лет, и я никак не могу жениться, никак не могу найти подходящего партнера. Astrologers say that every time they say next year you will get married, but it never happens. Астрологи говорят, что ты женишься в следующий раз, но этого всего пока не произошло. So I was looking at the past 5 years. Я посмотрел на последние 5 лет. There were at least 2 years which showed very strong signs of marriage and relationship, marriage, these things. И там было 2 года, в которые была очень высокая вероятность того, что он должен был жениться. But this person looked like
a very choosy and a very perfectionist kind of a person. Но этот мужчина, он производил впечатление страшного перфекциониста и привереда. So I asked him, what kind of a wife do you actually want? И поэтому я спросил у него, какая же тебе жена на самом деле нужна? So he said, you know, I have only one wish. И он сказал, у меня всего одно желание. She should look like a Hollywood heroine. Она должна выглядеть как героиня голливудского фильма. But this man was not so good looking, very ordinary. Но этот мужчина так не выглядел, как герой фильма. Он был вполне обыкновенным. So I started to look at the horoscope. Does it show anything like that? Я стал смотреть в гороскопе, есть ли там какие-то такие признаки. And immediately from outside the window, I saw something very scary. И в этот момент за окном я увидел нечто по-настоящему пугающее. I saw an animal slowly walking past my window. Я увидел животное, которое медленно шло мимо моего окна. It was a big, fat, black cow. Это была толстая, черная, огромная корова. So I got very much afraid. Я очень What to tell him? So I just told him that you will be very happy from your wife. Your wife will be a very kind-hearted person. Я ему сказал, что он будет очень счастлив со своей женой, и жена у него будет очень добрая. And after 1 year, he came with his newly married wife. И через год он пришел со своей молодой женой. His wife was fat and dark. Его жена была толстая и темная. But he seemed to be happy. Но он был счастлив. Because she was such a person with such kind heart, such affectionate nature. Потому что она была женщина действительно с очень добрым сердцем. So then he said, you know, I was waiting for the wrong thing. What I have got, I am thankful to God for this. И он сказал, что я действительно искал чего-то не того, что мне нужно. Sometimes women in the West tell me, I have a very strong personality. Like the woman has a very strong personality. И очень часто женщины на Западе говорят мне, что у них очень сильная личность. I want a man with even stronger personality. И я хочу найти мужчину, который будет еще более сильным человеком. Otherwise, it's not possible for me to accept that man. Иначе я не смогу принять этого мужчину. Okay. So I have to look at the horoscope if you can have that kind of a person. И тогда я смотрю в гороскоп, есть ли у вас шанс найти такого мужчину. Now I have to look at the planet Mars, for example. Тогда мне нужно, например, посмотреть на планету Марс. Mars indicates strong and powerful people. Марс означает сильных и властных людей. Maybe Mars is in extremely bad position. Может быть, Марс в очень плохой позиции находится. So either she will not meet a person with good Mars qualities. Или, может быть, она не встретит мужчину с очень хорошими качествами Марса. Or she can find someone like that, but get into more trouble. Или, может быть, она найдет такого человека, но это принесет еще больше проблем. The man can be over-aggressive, alcoholic, such things. Такой мужчина может быть чрезмерно агрессивным, алкоголиком или еще что-то. Yes. So we have to know what has God planned for us. Поэтому нам нужно знать, что Бог предрешил для нас. But let me tell you, God always gives you 2 or 3 options, not just one. Но при этом позвольте заметить, что Бог никогда не дает вам всего одну возможность, всегда 2 или 3 разных. So the horoscope will tell you that, and you will have to accept that. Гороскоп вам это скажет, а вы должны будете это принять. Now also, when it comes to choosing the right profession. Или вот, например, вопрос о выборе правильной профессии. Now this is also an extremely important question, especially for young people. Это очень важный вопрос, особенно для молодых людей. Not only young people, also for people, let's say, in 30s or 40s. Ну, не только для молодых, но и для людей в возрасте 30-40 лет. Sometimes people think this will bring me more money if I learn this, if I work with this. Часто люди так рассуждают, что вот если я это выучу и начну заниматься этой областью, она принесет мне больше денег.
But after 10 years of working with it, the person feels exhausted. Но после, допустим, 10 лет этих занятий человек чувствует себя изможденным. And the person regrets that I should have done, which would make me happy. И тогда у человека возникает сожаление. Он думает, я должен был заняться тем, что сделает меня счастливым. So astrological horoscope can help you to choose what can give you financial stability and satisfaction. И вот гороскоп астрологический должен вам помочь выбрать то, что принесет вам какую-то финансовую стабильность и моральное удовлетворение тоже. Now there can be different kinds of professions. Профессии могут быть очень разные. If somebody has very good Jupiter, если у кого-то очень сильный, хороший Юпитер, the person can work with healthy food, то healthy food, да, good quality food. Да, и человек может питаться хорошей едой, здоровой. The person can work with some kind of consultations. Can work, like give consultations to people. Да, человек может давать консультации разным людям. The person can try to be some kind of a teacher also. Такой человек может быть учителем каким-нибудь. Someone with very good moon can try to be a psychologist. Кто-то, у кого очень хорошая луна, может быть психологом. But let me tell you, just good and bad, it is, I am trying to tell you in a very simple way, good, bad like this. Ну, я вот сейчас немножко упрощаю, говорю о простых и о хороших и плохих вещах. But we have to look deeply. Ну вот если посмотреть немножко глубже, the same planet can be good for personal aspect of life. Одна и та же планета может быть хорошей для личных каких-то аспектов жизни, but not good for professional aspects. Но не очень хороша для профессиональной деятельности. So astrology is a deep subject. Астрология – это очень глубокий предмет. But I will tell you a very strange profession once I came across. Расскажу вам об очень странной профессии, с которой я столкнулся. It was about 23 years ago. Это было 23 года тому назад. So I was very young at that moment. I think I was 19 or 20 at that time. В то время я был очень молод, мне было 19 или 20 лет. And I was assisting my uncle at that time with his consultations. И я в то время помогал своему дяде с его консультациями. So my uncle used to have his residence on the upper floor and the cabinet on the lower floor. И мой дядя жил, значит, на втором этаже, а принимал клиентов на первом этаже. Okay. So he was getting ready to come down, but I was already waiting in the cabinet for him. И вот он готовился спуститься для консультации, а я его уже ждал в кабинете. And a man, the client also arrived at that time. И в это время пришел клиент, мужчина. Yes. By that time, my uncle was still not down. И к этому моменту мой дядя еще не спустился вниз. So the man was sitting quietly for a few seconds. И мужчина сидел спокойно в течение нескольких секунд. Then he turned towards the window. Very clearly, he turned towards the window and started looking outside. И потом он отвернулся к окну и стал смотреть в окно. And he started talking very strangely. И он стал очень странно говорить. 4,000. 4,000. 3,000. 3,000. 5,000. 5,000. So, at that time, my uncle was coming down. В этот момент спустился мой дядя. So he said, "Why are you calling out numbers?" И он спросил, почему вы называете цифры? So he said, "I am actually calling out prices." Тот ответил, я на самом деле называю цены. Please don't mind, but I am a supplier of skeletons, human skeletons. Вы не волнуйтесь, но я занимаюсь тем, что поставляю скелеты людей. If I can supply a big skeleton, I get 5,000. Если я могу поставить большой скелет, то получу 5,000. So when I see people walking, if I see somebody with a big body, I start 5,000. Поэтому, когда я смотрю на людей, если я вижу какого-то большого грузного человека, я выкрикиваю 5,000. So we came to know that his job is to
supply skeletons to medical colleges for students teachings. И таким образом мы узнали, что его работа заключается в том, что он поставляет скелеты людей медицинским училищам. So this kind of strange profession connected to death, connected to sad things like insurance. Да, то есть это такая очень странная профессия, которая связана со смертью и с грустными вещами, ну как, например, страхование. These belong to planet Saturn. Это связано с Сатурном. Yes. So when we look at a horoscope, we look at many kinds of things. И когда мы смотрим на гороскоп, мы видим очень разные вещи. See, I told you a single planet can be good in one aspect and bad in another aspect. Вот это пример того, как одна планета может быть хорошей в одном аспекте и плохой в другом. We see a man becoming a minister. Вот мы видим человека, который стал министром. And within a month, during lecturing, he gets shot by an assassin and dies. И вот в течение месяца, во время какого-то открытого выступления, он оказался каким-то убийцей. So the planet, which gives him the royal connection, kills him also. И вот одна и та же планета, которая связала его с властью, в то же время его убила. Now I will tell you a little bit about the remedial measures, what Vedic astrology can do to help us. Вот, и теперь я немножко расскажу о тех мерах, которые ведическая астрология может предложить, чтобы помочь нам. Now, there are different ways in Vedic astrology, different systems. Существуют разные способы, разные системы в ведической астрологии. When we try to increase the energy of a planet, which is helping us, we want to increase that energy. И когда нам, например, нужно увеличить энергию какой-то планеты, которая нам помогает, we try to wear minerals connected to that planet. Мы стараемся носить на себе минералы, камни, которые связаны с этой планетой. Yes. So in the ancient Sanskrit books, в старинных книгах санскритских, we get specific list of planets and their minerals. Существовал специальный список планет и связанных с ними камней. If somebody wants to increase the energy of sun, если, например, необходимо увеличить энергию Солнца, the person is supposed to wear ruby or red sapphire. Тогда человек должен носить рубин или красный сапфир. For moon it is natural pearl. Для Луны это натуральный Pearl. Да, натуральный жемчуг. For Mars it is a piece of red coral. Для Марса это кусочек красного коралла. For Mercury it is emerald. Для Меркурия это изумруд. For Jupiter it is yellow sapphire. Для Юпитера это желтый сапфир. For Venus it is diamond. Для Венеры это алмаз. For Saturn it is blue sapphire. Для Сатурна это синий сапфир. Then there are two dark planets or astronomical points. Есть еще две темных планеты или астрономических точки. They are called Dragon's Head and Dragon's Tail. Они называются Dragon's Head. Головой дракона и хвостом дракона. Yes. For them also there are special kinds of hesonite. И для них есть тоже специфический камень хесонит. Hesonite. And cat's eye. И кошачий глаз. Yes. But of course, how much and who should wear which? These questions have to be answered by the astrologer. Ну, конечно, в каком объеме и кому что носить, на эти вопросы должен ответить астролог. Somebody may say some of these minerals are extremely expensive. И некоторые из этих драгоценностей чрезвычайно дорогие. But many of them have alternative minerals also, which are not so expensive. Но у многих из них есть альтернативы, которые не такие дорогие. Now, if you want to please a particular planet, which is a typically karmic remedy,
please appease a particular planet. Да, и иногда нужно бывает утихомирить, успокоить какую-то конкретную планету, которая является причиной кармических проблем. Mhm. In that case, one is supposed to do some special charities, for example. В этом случае один из способов – это, например, заняться какой-то специфической благотворительностью. It is possible, for example, if you want to change your karma connected to planet Sun. Например, если нужно изменить свою карму, связанную с Солнцем. You are supposed to make regular charities for blind people. Тогда нужно оказывать благотворительную помощь слепым людям. For Moon, you are supposed to help mentally ill people. В случае Луны нужно помогать людям с психическими расстройствами. So for different planets, there are different kinds of charities which you can do. И таким образом с разными планетами связаны разные виды благотворительности. And people who believe in mantras И люди, которые верят в мантры, can definitely order special mantra rituals which are done in India. могут заказать специальные ритуалы, связанные с мантрами, что часто делается в Индии. And they can help very fast. I have seen this. И это может помочь очень быстро. Yes. Like I often get these special rituals sometimes for Venus, sometimes for Mars. Да, и я вот, например, часто исполняю специальные ритуалы, иногда связанные с Венерой, иногда с Марсом. But there are some rules when which ritual should be effective, which planet. Но опять же существуют определенные правила, когда какой ритуал будет иметь эффект. Yes. But then, if you are very much tortured by some particular planet, some very bad transit, some very bad situation. Но если существует такая ситуация, что вас особенно как-то мучает определенная планета, и ситуация действительно тяжелая. For example, if you have, or even your child has too much anger and aggression. Например, если у вас или даже у вашего ребенка очень сильный гнев и агрессия. So, what you have to see, which is the planet responsible for this aggression. Вам нужно понять, какая планета отвечает за эту агрессию. For example, we find out the planet Mars is responsible for this aggression. Например, мы выяснили, что планета Марс связана с этой агрессией. So you can do a special ritual being the mother or father without even telling your child. Тогда отец или мать могут выполнить определенный ритуал, даже не говоря об этом ребенку. Mars is represented by red lentils. Марс представлен red lentils, Yes, красным горохом, чечевицей, извините, красной чечевицей. Yes. So for 8 Tuesdays, because Tuesdays belong to Mars, 8 Tuesdays. В течение 8 вторников, потому что вторники связаны с Марсом. Every Tuesday you have to take about 600 grams of this red lentils. Каждый вторник надо брать 600 граммов чечевицы. Go to the river. Идти к реке. Pray to God for your child. Молиться Богу о вашем ребенке. And throw it into the flowing water. И бросать чечевицу в текущую воду. The flowing water will take away the excessive energy of planet Mars. И вот эта вот текущая вода заберет избыточную энергию планеты Марс. So all the planets are represented by different things around us. Таким образом, все планеты представлены различными вещами вокруг нас. Even the different colors can have some effect on us connected to the planets. Даже просто различные цвета могут оказывать на нас различный эффект, связанный с этими планетами соответствующими. For example, Saturn is represented by black sesame seeds. Например, Сатурн может быть представлен черными семенами сезама. Yes, but all these rituals are definitely have to be decided by a learned astrologer, that which is the right ritual for you. Но только человек, обученный астрологии, специалист может определить, какой ритуал подходит именно вам. Yes. Now, how do we decide this? There is a very interesting Vedic astrological rule.
Да, ну вот в отношении того, как нужно выбирать этот ритуал, существует интересное очень ведическое астрологическое правило. This is a unique aspect of Vedic astrology. Это уникальный аспект ведической астрологии. The whole life of a human being is divided into 9 planetary periods. Вся жизнь человека разделена на 9 планетарных периодов. Yes. Now it is normally thought that a human being is supposed to live up to 120 years. Ну, обычно считается, что человек, его пределом является жизнь в течение 120 лет. Sometimes there can be few exceptions. Иногда могут быть несколько исключений. Of course, there are very special spiritual people who can live for several centuries. Конечно, бывают очень духовные люди, которые способны жить в течение нескольких столетий. I was seeing the picture of such a great saint, Babaji Maharaj. I was seeing here in some book. Я видел здесь на книге портрет такого человека Бабаджи, Махараджа Бабаджи. I can see. Can somebody give me this? Кто-нибудь может вот эту книжку с Бабаджи дать? Вот он там, вот такой, да. Медитация написана, медитация энергетичная, справа. Вот этот вот. Да, вот это вот энергетический. So, he looks quite young. Он выглядит достаточно молодым. But has been seen by several people for at least 7 or 8 centuries. Но его видели различные люди в течение как минимум 7 or 8 centuries. В течение 7 или 8 столетий. So these are very special people. Такие люди это особые люди. So, but this 120 years for a normal human being. Но вот 120 лет это срок нормального человека обычного. Почему Баба мало прожил? Может быть, потом вопрос. Just please go on. Yes. So this 120 years is divided into 9 periods of 9 planets. И вот эти 120 лет делятся на 9 периодов и, соответственно, 9 планет. Sun has 6 years. 6 лет Солнца. Moon has 10 years. Луна 10 лет. Mars has 7 years. Марс 7 лет. Dragon's head. Глава дракона, which is called Rahu, которая называется Раху. It has 18 years. У нее 18 лет. Jupiter has 16 years. У Юпитера 16 лет. Saturn has 19 years. У Сатурна 19 лет. Mercury 17. У Меркурия 17. Dragon's tail. И хвост дракона, which is called Ketu, который называется Кету. It controls 7 years. У него 7 лет. And Venus controls 20 years. А Венера контролирует 20 лет. But the time when I will go through a particular period is not the same as you. Like everybody will have different periods at different times. Но у каждого человека наступают разные периоды, наступают в разное время. Это зависит от человека. Like at this moment, I am 42 years old. Например, в настоящий момент мне 42 года. I am in the period of Saturn. Я нахожусь в периоде Сатурна. But any other person at my age can be in the period of Mars. Но другой человек моего возраста может быть, например, в периоде Марса. So it depends on the exact position of Moon in the horoscope. Это зависит от точного положения Луны в гороскопе. Now each of these periods are divided into 9 sub-periods. И каждый из этих 9 периодов делится на 9 периодов, ну, подразделов, подпериодов. Now these are very, very important. И эти являются очень важными. The shortest of the sub-periods is 3 months and 18 days. Самый короткий из этих коротких периодов составляет 3 месяца 18 дней. And the longest is 3 years and 4 months. Самые длинные составляют 3 года и 4 месяца.
Now, if you know which sub-period you are going through, which planet sub-period, Если вы знаете, какой вот этот малый период вы в данный момент проходите, с какой он связан планетой, some kind of remedial measures, some kind of actions, spiritual actions can be done connected to that planet. то можно выполнить некоторое противодействие, некоторое духовное лечение, связанное с этими планетами. For example, I am going through the sub-period of planet Mars. Например, я сейчас прохожу вот этот малый период планеты Марса. My Mars indicates the chances of some physical trauma, accident, these kinds of things. Марс в моем случае означает возможность какого-то физического ущерба, получения травм, болезней. So if I can anticipate this before the time comes, И если я могу это предвидеть до того, как наступает момент, I can take some protection, or at least I can be cautious. я могу как-то защитить себя, или хотя бы я могу быть настороже. And if, for example, I donate blood before the start of this sub-period, И если, например, я выступлю донором крови перед началом такого периода, the accident is already caused. Blood is going out of my body. можно сказать, что кровь уйдет из моего тела, и таким образом вот этот вот несчастный случай уже произойдет, таким образом, символически. Yes. Okay. So you have seen that I was trying to tell some interesting things about importance of Vedic astrology. Видите, я пытаюсь привести такие интересные примеры важности ведической астрологии. But now I think it will be good idea if you can ask any of your questions. Я думаю, сейчас настало время для того, чтобы вы, может быть, задали какие-то свои вопросы. Don't think, yes. По поводу Сай-Бабы. Почему Сай-Баба, являясь Ишварой, прожил так мало? Why did Sai Baba, while he was an Ishvara, lived for so little number of years? See, I think, firstly, I must say that I love and respect Sai Baba a lot. Прежде всего, я хочу сказать, что я люблю и уважаю Sai Babu. Now, sometimes, there has been also some great spiritual people who have lived for even shorter times. Но на самом деле бывали великие духовные люди, которые жили еще меньше, чем он. So when they believe their job is done, Когда они считают, что их миссия выполнена, maybe Sai Baba came with some particular, let's say, spiritual targets. возможно, у него были какие-то специфические духовные цели. And he felt it is achieved, it is done. И он почувствовал, что они были выполнены, достигнуты. But I can still feel Sai Baba around me. Но я до сих пор чувствую, что Sai Baba находится рядом со мной. So maybe we think he is gone. He left the mortal body. Поэтому, может быть, мы думаем, что он покинул смертное тело и ушел. Maybe he is still here around us. Но, может быть, он по-прежнему находится где-то рядом с нами. Maybe you heard of Swami Vivekananda. Может быть, вы слышали о Свами Вивекананде. I think he passed away around the age of 37, 38, like this. Кажется, он умер в возрасте 37-38 лет. And the people who were together with him the week before he passed away, И люди, которые были с ним за неделю до его смерти, they say that he was perfectly fine, no problem with his health. они говорят, что он чувствовал себя прекрасно, и не было никаких проблем со здоровьем. He was even looking at astrological calendars. Он даже смотрел на астрологические календари. And one morning, he just sat in meditation and left his body. И в одно прекрасное утро он просто сел медитировать и покинул свое тело. So we can understand he was looking at good time for leaving the body in the astrological И calendars. теперь мы понимаем, что он просто искал подходящее время в этих астрологических календарях для того, чтобы покинуть свое тело. So, Скажите, пожалуйста,
пожалуйста, какие источники вы используете для назначения упай для людей, которые к вам приходят? What kind of sources you use for recommending upaya to people who come to you for consultation? What kind of sources mean You texts? use for тексты, да, Да, texts. Мгм. Что бы вы могли порекомендовать? And what Yes, would yes, you yes. recommend? Yes. You see, like, firstly, I think the oldest remedy is mentioned in Vedas, Bhagavad Gita, all these things. Я думаю, что самые древние такие средства упоминаются в Ведах, Бхагавад-гите и другой такой So that is литературе. basically mantras and fire rituals. Это в основном мантры и огненные ритуалы. And those were often connected with huge amounts of donations or charities also. И они часто бывают связаны с огромными пожертвованиями и благотворительностью также. Now, if we look at the very important book of Vedic astrology, Если мы обратимся к очень важной книге Ведической Астрологии, Vrihat Parashari Hora, А. Parashari Hora, Парашли Хора, so we see there are mentions of different kinds of spiritual actions connected to different bad planets and different periods of planets. то в этой книге упоминается очень много духовных средств, которые влияют на различные планеты и средств исправления ситуации. Most of them were connected to charities and donations. И большинство из них также связано с пожертвованиями и благотворительностью. Much later, in the last 1000 years, Ну вот намного позже, можно сказать, в последнюю 1000 лет, we get some other important texts появляются другие важные тексты, which talk about some more practical uses of different materials and minerals, these kinds of things. Эти тексты обсуждают такие практические использования разных минералов и другие средства. Yes. Then there is another branch of astrology called the Lal Kitab. И появляется еще одно направление астрологии, которое называется Лал Китаб, It means the red book. что означает красная книга. So it's a slightly different branch of astrology. Это другое направление астрологии. So it mentions a lot about remedies. И A lot about да, и remedies. там много говорится о разных средствах астрологических. So in my own system, which I have made by working for so many years, И в моей собственной системе, которую я выработал в ходе практики многолетней, I try to mix all these kinds of knowledge. я соединяю эти различные источники знаний. Yes. So you can say it is the most ancient texts, То есть это и наиболее древние тексты, relatively modern texts, сравнительно современные тексты, and also some things connected to some slightly other branches of astrology. и то, что связано с немного другими ответвлениями астрологии. Yes. Используете ли вы элементы западной астрологии, в частности, другие планеты, которые используются: Уран, Нептун, Плутон, Херон, Черная Луна, Белая Луна, Селена? И почему в западной астрологии не используются, а Джйотиш их не берет? I understand the question. I understand the question. In Jyotish, there are some other astronomical points. В Джйотише есть другие астрономические точки. Normally, people don't talk about those things so much. There are more than 10 other astronomical points. Обычно им не уделяют такое большое внимание, но вообще есть еще 10 других астрономических точек. But I very much suggest that if a Vedic astrologer likes to use Uranus, Neptune, and Pluto, I welcome that. Но я обычно считаю, что если ведийский астролог хочет использовать Плутон, Нептун Uranus. и Уран, то он может это делать. I think they can be applied. Это можно использовать. But we just need to do maybe some adjustments in the way of application. Но нужно делать некие поправки на то, как мы это используем. And even now, some 20th century astrologers have already done that. И сейчас уже астрологи 20 века стали это делать. Not so much Pluto, but Uranus and Neptune more.
Редко Плутон, скорее Уран и Нептун. But black moon, white moon, they are not used. Но вот черная Луна и белая Луна не используются. Yes. Спасибо. А ваше мнение по поводу эффективности? Может быть, западная астрология лучше использовать для западных людей, вот, ну, германская астрология, а восточную для тибетских индусских? And what is your opinion on relative efficacy of the system? Is it the case that probably Oriental astrology should be practiced with Asian people and Western astrology with Western people? No, not at all. Нет, совсем нет. Because I think all styles can be practiced in all parts of the world. Я думаю, что все стили астрологии могут использоваться во всех частях света. You may need to make some adjustments, some modifications. Но нужно делать некоторые поправки и модификации. I am using Vedic astrology with some of my adjustments in the Western world for the last 12 years. И я использую индийскую астрологию с некоторыми моими поправками в западном мире уже 12 лет. And not only me, there are several other people using, for example, Ayurveda in the Western world. Да, и не только я, и другие люди, но и, например, аюрведа используется в западном мире. It can work. Она может работать. Хорошо, спасибо. Тогда я просто на примере. Если рожден человек 13 июля, и Солнце, Меркурий и Луна находятся в раке по западной астрологии, то 13 июля в Джйотише Солнце, Луна и Меркурий у него все будет в близнецах. Так какая у него характеристика? Близнеца или рака? Или вы Gemini and Cancer. Yes. Cancer, Gemini. Yes. On 15th of July. У нас время советы. Еще 15 лет. До 8 часов. See, when I actually see the descriptions of zodiac signs Когда я вижу описание знака зодиака in a book of Western astrology and a book of Vedic astrology, в книжке по западной астрологии или в книжке по ведической астрологии, I often see what is described as Cancer in Western astrology я часто вижу, что то, что описывается в западной астрологии как рак, some of those characteristics are described in Gemini in Vedic astrology. Некоторые из этих характеристик описываются у близнецов в индийской астрологии. You can easily have two books side by side and you can check. Вы можете просто положить две книжки рядом и проверить. Now, if we look at separate points in the horoscope, there will be many things different between Western and Vedic. И если мы будем смотреть на отдельные точки в двух системах, то они будет много различий в западной астрологии и ведической. But I have many Western astrologer friends. Но у меня много друзей-астрологов. We see when ultimately we come in the end to the final answer. И мы видим, что когда мы постепенно приходим к конечному ответу, That final answer is normally same. результаты в западной астрологии и в индийской более-менее одинаковые. Even it works in case of birth time rectification. И это работает даже в случаях, когда rectification Of birth time. В исправлении времени рождения. It matches my with many Western, with Chinese, it matches. Это совпадает с вещами в китайской астрологии и в западной. Avesta. Авеста. So I think altogether in the end you have to see the answer is matching or not. И в конце концов вы видите, что результат оказывается одним и тем же. Like in Vedic astrology there are 27 constellations. Например, в ведической астрологии есть 27 созвездий. So if a planet is in Gemini, И если планета находится в Близнецах, it will either be in constellation number 5, 6 or 7. 5, 6 or 7. то это будет созвездие номер 5, 6 или 7. Even they have different characteristics. Даже у них есть разные характеристики. So, Nakshatra. nakshatras, yes.
Then there, there are divisional charts like Navamsha and so many Значит, other вы things. знаете, что есть другие Yes. разделения, там Навамша. But I respect all styles of astrology. Но я very уважаю much. все виды астрологии. How is the correct way to live through the Saturn periods? See, firstly, we have to understand that Saturn always does not mean bad things. Прежде всего, надо понимать, что Сатурн не всегда означает плохие вещи. It can indicate some good things also. Он может означать и хорошие вещи тоже. But it is important to do some spiritual practices and to do some good karma, basically. Но в это время важно заниматься какой-то духовной практикой и хорошей кармой. Now, there are many people I have seen, apparently they do a lot of spiritual practices. И я видел много людей, которые явно много занимаются духовной практикой. But when it comes to taking actions in the real life, they don't work like spiritual people. Но когда речь доходит до действий в реальной жизни, они действуют вовсе не как духовные люди. So I think a real spiritual person is someone whose actions work as an example. И я думаю, что по-настоящему духовный человек – это тот, чьи действия могут служить примером. So if you act properly, then there are chances the problems will be less. Поэтому если вы действуете надлежащим образом, то велики шансы, что проблемы будут не такими серьезными. But you have to be patient. That is the most important thing. First or second attempt will not be successful. Но вам нужно быть терпеливым, и это самое важное, потому что с первой и второй попытки это не удастся. It is the planet of loneliness. Это планета одиночества. So sometimes you may have a partner, but still you may feel not so connected. Иногда у вас может быть даже в это время партнер, но вы все равно не будете чувствовать связи с ним. So you have to accept some things, not fight them all the time. Вам надо будет принять его и не воевать с ним постоянно. But it depends on the horoscope, what exactly has to be done. Но это зависит от гороскопа, что конкретно необходимо будет сделать. Of course, there are many ways to make the situations less difficult. Существует много способов, как облегчить ситуацию. А какие методы ректификации вы в основном используете? What kind of rectification methods do you use? I have some methods which are connected with a system called the Krishnamurti system. Я использую методы, связанные с так называемой системой Кришнамурти. Also, I use some ancient systems from Sanskrit books. И еще я использую древние системы из санскритских трактатов. And I use some other things like, signs around me, like what kind of sounds, what kind of people are walking around, all those things help me. И я еще пользуюсь такими вещами, как знаки вокруг меня, какие звуки, какие люди вокруг меня, использую это. So I always am welcoming modern things, also keeping in mind the ancient things. Я всегда открыт к новым современным вещам, но держу в уме традиционные старые. Yes, just Будьте любезны, вы вот недавно сказали... just last question. Последний вопрос, простите. Предпоследний. Когда он какое-то время будет сдавать кровь. Пусть повторит, пожалуйста. You mentioned example when it is necessary to donate blood. Что будет для него? Что будет, если в другой период он будет сдавать кровь для кого-то, период Юпитера? Сейчас. What will happen if you donate blood in other periods? Nothing wrong will happen. It will be good. Если вы будете сдавать кровь в другой период, ничего плохого не произойдет. Не для него, а для того, кому он сдает. For the person for whom you donate blood, what will happen to the person for whom you donate blood? Nothing wrong. At least nothing wrong. По крайней мере, ничего плохого. И последний вопрос. Мы в 21 веке живем, уже 5-я часть этого века прошла.
изменилось ли на его ощущение что-то и как-то вот люди или, ну, что-то в его понимании астрологии. Первое. И второе, он приехал в христианскую страну. У нас тоже старинная традиция как сказать, духовных практик, они другие. Готов ли он тоже, ну, как чувствовать, каковы они? Your opinion, what has changed in the 21st century in understanding of astrology, and also you have, since you have come to a Christian country with long-term spiritual practices, are you open for trying them, for learning them? Yes, yes, of course. That is why I'm trying to use this Uranus, Neptune, Pluto, Black Moon. I'm very open to all these things. Я очень открыт к разным другим практикам. Это одна из причин, почему я, например, включаю Нептун, Уран, черную, белую луну и так далее. It's time to say thanks to everyone. We're short of time, Arjun. I'm sorry. Вы говорили в течение вашей лекции про Бога. During the lecture, you mentioned God. So if you're a Hindu, вы имели в виду Христа, вы имели в виду which God did you mean? Будду. Вы сказали Бог. My wife is Christian. Его жена христианка. I just mean one who has created us, one who is responsible. Я имел в виду того Бога, который создал нас. Yes, Brahma. Yes. Бог про что думает? And the last thing I would say that whatever I have said today, if you see I have said something wrong, that those will be my words. И последнее, что я хочу сегодня сказать, то что если вам кажется, что я сегодня что-то сказал неверно, то это всего лишь мои слова. And if you see I have said some good things, they are words of my teachers. И если вам кажется, что что-то я рассказал правильно, то это слова моих учителей. Thank you. Thank you. Thank you.